Итак, всем добрый день еще раз. Сейчас с вами проведем такой интересный сеанс. Вы знаете, друзья мои, если женщины, дамы делятся на 4 категории, да, которые я только что показала, то мужчины делятся на 3 категории. И они разделяются не по знаку карт, а по мастям. Масть карты. Вальты, короли и тузы. Итак, сейчас я вместе с вами разберу и узнаем, который из них ваш возлюбленный. Кто ближе к вам по духу, кого лучше выбрать, с кем у вас жизнь лучше получится. Потому что сейчас, когда я разложу и характеристику полностью этих мужчин, вы поймете, который из них вам больше подходит и по душе. И в какое время, какой промежуток, отрезок времени или отрезок жизни вам встречается тот или иной тип мужчины. Для начала общую характеристику сейчас я вам дам этих мужчин, а потом пойдем с вами далее. Вальты. Основное количество мужчин земного шара – это вальты. Это те, которые влюбляются в красоту, те, которые изначально романтичные, а потом уже диванные, скажем, герои. Это те, которые лезут в драку ради женщины, но в то же самое время не готовы к очень ответственным поступкам, потому что еще не доросли до этого. Это романтичные натуры. С вальтами очень хорошо, скажем так, набираться опыта в жизни. Но трудно жить, потому что основное количество мужчин разведенных – это вальты. И, пожалуйста, забудьте о рыцарях Средневековья, поскольку рыцари Средневековья далеко не такие были, скажем так, безупречные, чистые и способные на безумные поступки мужчины, как нам может казаться. Во-первых, начнем с того, что в Средневековье мужчины, которые воевали, ходили в этих латах, могли не мыться месяцами. Потом скажем, что это были мужчины, которые больше были склонны к бродяжничеству, к насилию, ко всяким вероломным, ко всяким гнусным поступкам. А если были среди них те, которые были душой благородной, как правило, погибали, не оставляя потомства. Так что рыцарей мы искать не будем. Вальты. Где встречаются вальты? Вальты у нас встречаются в магазине, в кафе, в ресторане, в ночном баре. В общем, где угодно они есть. Вальты – это самый распространенный тип мужчин, который нравится женщине до 25-28 лет, минимум до 30. После вальты отходят на второй план. И их романтические порывы, любовь до гроба и так далее как-то уже звучат по-детски. Второй тип – короли. Если вальты дают нам опыт для того, чтобы мы могли определить и понять саму себя, что нам нужно в жизни. Если вальты, как правило, это наши бывшие мужья, с которыми мы развелись, рано или поздно поняв, что там уже пустота. Если вальты это вначале сексуальные партнеры, а потом спокойные мужчины, которые уже как бы не гоняются за безумством и романтикой, то короли совершенно другой тип. С королем вы сами станете королевой, дамой, дорогие женщины. Даже если король вам встретился на время, он вам обеспечит хорошее знакомство, он вас приведет к дисциплине, он из вас сделает, то есть женщину, которая умеет держать марку. Ну, например, вот для того, чтобы было легче понять, давайте возьмем ту же самую
Ален Делон и, как звали ее возлюбленную, Роми Шнайдер. Шнайдер, которая была такая булочка, красивая, кругленькая такая девушка, австриячка, по-моему, она была. Встретившись с ним, переехала в Париж, совершенно поменяла себя. И через некоторое время она стала элегантной французской дамой. Он ее полностью изменил. Ее стиль, ее одежду, ее вкус. То есть это женщина, которая была сотворена его руками. Именно поэтому она до конца жизни не могла себя чувствовать полноценной, выходила замуж, все время бежала к нему, ждала его и прочее, прочее. В конце концов, ее жизнь трагически закончилась как раз из-за этой любви. Я, конечно, не предлагаю вам сходить с ума из-за королей и жертвовать собой, но я хочу сказать, что есть тип мужчин, который меняет полностью женщину. Даже если король в вашей жизни временный, он вас научит многому. Он вас научит держаться. Король, как правило, это не обязательно богатейший человек. Он может в однокомнатной квартире вполне тебя научить, как себя вести в обществе, как найти того или иного нужного человека, какой бизнес вести, как себя преподнести. И вот, следуя советам короля, во-первых, начнем с того, что он одиночка, и он очень чистоплотный человек. Вы должны быть безупречны, если хотите ему понравиться. У вас с ним появится вкус. Через несколько месяцев встречи с королем вы себя не узнаете, и ваши друзья в том числе. И женщины, которые встречали в своей жизни короля, они знают, что этот опыт бесценен. Это мужчина, который тебя взывает к дисциплине. Это мужчина, который тебя полностью, как бы сказать, переделает. Если правильно принимать этот опыт, вы можете достичь очень больших успехов. У него обязательно есть друзья в органах, у него обязательно есть друзья в криминальных кругах, у него обязательно есть друзья в бизнесе, он во многом разбирается, он во многом может вам помочь, объяснить, вести по жизни, и он, скажем так, не кидается, сломя голову, в постельные отношения. Он очень умерен в этом, но предпочитает женщину научить и, собственно говоря, сделать равноправным, равноценным партнером. С королем вы себя почувствуете женщиной от и до того момента, пока он очень корректно, не расставит все по своим местам и не скажет, что все закончено. Король честный человек. Он изначально говорит, что от вас хочет, что от вас ожидает. Проходит несколько лет, и король уже когда устает от гулянок, устает от вольной жизни, выбирает себе серенькую, простенькую женщину. Вы очень сильно удивитесь, увидев возле того добротного, красивого такого короля вот серенькую девушку. Но в то же самое время его любовницы будут сверкать, но не жена. Жена должна быть дома, она должна быть чистоплотная, аккуратненькая, хорошая девушка, друг, союзник, соратник, тыл. Ему этого достаточно. Он всегда найдет красоту, он всегда найдет все, что ему нужно, и он совершенно от этого не страдает. Он себя не чувствует несчастным. Даже если он не любит эту женщину, просто уважает, он вполне может найти эту любовь на стороне, но так это сделать умно, чтобы эта женщина даже не почувствовала. То есть хочу вам сказать, что король – это тот тип мужчин, за которым все гоняются, но он сам выбирает. Именно в тот момент, когда вы за ним не гонитесь. Он не любит женщин, которые наигранные, вот показывают такую наигранную страсть. Он не любит женщин слишком артистичных, слишком вызывающих. Он любит женщин сильных, интеллектуальных. Даже если у вас при этом прическа не та и одежда, там, вкус в одежде не тот, он спокойно к этому отнесется, и он спокойно вас исправит. Но вначале вы должны себя вести совершенно спокойно. Не скромно и не вызывающе, средне. Вы не должны выделяться, и он вас сам выберет. Королей искать бесполезно. Он никогда не будет той женщиной, которая хоть за ним там будет с матрасом бегать. Он сам должен делать свой выбор.
В отличие от вальтов, которым очень льстит женское внимание, королям это не интересно. Они сами выбирают себе жертву. Пойдемте далее. Тузы. Ну, тузы – это акулы бизнеса, это акулы политики. Тузы – это богатейшие люди, это люди с большими возможностями, это актеры, это общественные деятели. Пусть ты мешаешь мне, женщинам, объяснить, кого выбрать. Понимаешь, пусть из-за тебя никого не выберут. И ты будешь виноват. Понял? Ты меня понял или нет? Понял. Сиди там. Ну, что вам сказать, дорогие друзья, тузов вы не встретите в общественном транспорте, вы уж точно их в метро тоже не встретите. Для того, чтобы встретить туза, нужно самой, по крайней мере, быть общественным человеком. Но если вам посчастливится, и вы встретите, или в кругу ваших друзей есть такой туз, то этот человек бесценен. Не только как партнер именно, скажем, жизненный, да, даже как друг, как советчик, как старший товарищ. Уже достаточно его покровительства, от него идет такая энергетика, что даже вот женщины, которые работают, скажем, в парикмахерской, к ним идут, ну, там, элитные какие-то парикмахеры, куда идут стричься такие мужчины, да, они говорят, что от них идет такая энергетика, что они так заряжают своей энергией. Они очень простые люди. Они очень спокойно относятся к своей славе. Они, как львы, наслаждаются своей славой. Они знают прекрасно, что они привлекают внимание. Они знают прекрасно, что их имя идет впереди них. В отличие от вальта, сумасшедшего в постели, и который пытается всеми силами понравиться женщине, да? В отличие от короля, который умеренно, но партнерски относится к женщине в постельных отношениях, туз, боюсь, что в этом отношении не очень. Потому что туз, пока добьется своих определенных высот, у него возраст, товарищи. Возраст подходит уже как бы ничего тут не поделаешь. Кроме того, он очень много времени тратил в своей жизни, чтобы заработать денег. И поэтому у него не было такого прям времени на саморазвитие. Если король в однокомнатной квартире не утруждал себя особо, ему достаточно его связи, его выходы, его одежды. Он. Все вокруг него, вокруг его эго крутится. Да? Если вальту достаточно спортивку накинуть и пойти, чтобы все бабы села были его, вот туз, к сожалению, не имел времени для этого всего. Поэтому туз – это самый легко доступный мужчина, самая легко доступная жертва. Когда он уже заработал денег, когда он уже заработал статус и поднялся, ему очень хочется уже любви, тепла. И он, поверьте мне, настолько неопытен в любовных делах, что любое ваше кривляние он может принять за очень горячую любовь. Именно поэтому многие олигархи попадаются на удочку таких, скажем так, периферийных баб, которые появляются в Москве, как-то улыбнулись, как-то посочувствовали, взяли его за руку, и он уже почувствовал тепло, любовь. Ну, не хватает этому человеку любви. Есть у него деньги, есть у него связи, бриллианты, особняки, яхты, все у него есть, но вот нету любви, душевного тепла. И поэтому этого мужчину завоевать очень легко и просто. Не нужны ему ни твои постельные сумасшедшие отношения, потому что он не тянет на это все. Понимаете? Не нужны ему твои супы и борщи, потому что он ест в ресторане. Ему просто нужно человеческое общение. Если вы ему это человеческое общение обеспечите, он для вас все сделает. Но будьте осторожны, потому что он очень быстро может разочароваться. Поскольку он человек богатый, он все время начеку, и он все время переживает. А вдруг вы ради денег с ним? Ну, собственно, в чем он и прав, но все равно. В любом случае, он это будет проверять. Поэтому постарайтесь первое время, год-два, настолько себя правильно вести, чтобы он расслабился и забыл. Любовника, будьте добры, заведите года через 3. Если поспешите, дорогие женщины, то улетит и туз, и все, что он вам дал. Итак, давайте теперь пускай Таро ответит на некоторые вопросы, которые, ну, может быть, мы еще не обсудили. Да, осталось
в темноте. Скажем так, валет. Чем завоевать сердце вальта? Что для него важнее всего в первую очередь? Смотрим. Королева дисков. Что, собственно, и требовалось доказать? Секс. Для него, в первую очередь, сперва-наперво это секс. Если вы долго будете тянуть с этим товарищем, он долго вас уговаривать не будет. То есть для него это первым делом. Какой характер он предпочитает в женщинах? Да? Что предпочитает в женщине, в характере женщины? Давайте начнем. Королева мечей. Он любит скандалы, он любит итальянские страсти, он любит крики, он любит там сумасшедшие какие-то постельные сцены и так далее. Это его все возбуждает, и он считает, что его прямо обожают, любят, ревнуют, дают пощечину: ты гад, ты не пришел. Иногда он может прийти, возле дверей стоять 2 часа ждать, пока вы разнервничаетесь, начнете звонить, он будет отключать телефон. Есть у него такие фишки: взять телефон и в этот момент дать официантке, например, сказать: ответь, пожалуйста, это моя жена. И там женщина: алло. И вот тут же выключается, и, значит, гасите свет, занавес. И вот вечером крик, ор, скандал дома. После этого поцелуи, объяснения, слезы. В общем, человек весь в романтике летает. Поэтому с этим человеком совершенно не будет скучной жизни. У вас жизнь будет каждодневная драма. К этому типу людей относился наш дорогой, бесценный князь Владимир Красное Солнышко, который привел христианство на Русь. Потому что у него было много женщин, и все они дрались, ссорились, и самые ревнивая из них была Рагнеда, которая больше всех детей ему родила. И вот у Рагнеды там не жизнь, а непонятно что. Он то одно приводил назло ей, то другую приводил. Вообще, между прочим, он убил сначала ее отца и брата, потом привел ее в жены. И однажды он проснулся, когда увидел над собой нож. Она держала нож и сказала: вот убиты мой отец и брат, и кто за них отомстит? Но это был всего лишь предлог. На самом деле она ревновала, устраивала сцены ревности только по той причине, что князь приводил женщин. Но учитывая, сколько детей у него было от Рагнеды, можно сказать, что он Рагнеду посещал чаще других. Да? Вот такой типаж мужчин. Я еще раз вам говорю, что валет — это не обязательно означает, что валет, он должен быть какой-нибудь охранник бара. Он может быть и великим князем, но в душе типаж мужчины, он валет. Далее смотрим, что его злит вообще в семье, да, в семейных отношениях. Чрезмерная любовь, чрезмерное потакание, забота. Кушай то, выпей это. Он не любит это все. Ему нравится, ему подавай страсти. Если вы узнали в вальте вашего мужчину, вашего любимого, вот это то, что ему надо в жизни. Секс, скандалы и поменьше на него внимания. То есть не лезьте в его личную жизнь. Где ты был, что ты делал и так далее. И итог жизни с вальтом. Давайте посмотрим. Итог жизни с вальтом, как правило, развод. Разлад, в конце концов. Что, собственно говоря, и случилось с нашим великим князем в том числе, потому что они с Рагнедой в конце концов расстались. Она ушла в монастырь. Вот. Такого же типа был у нас князь еще Ярослав Осмомысль. Если помните, у меня был ролик «Единственная ведьма, сожженная на Руси». Да? Вот точно такой же типаж мужчины. Не лезь в его личную жизнь. Он охотится за любовью. Ему нравятся скандалы, которые жена устраивала, дочь Юрия Великого, Долгорукова, между прочим. И так далее. Но в конце концов все заканчивается разводом, разрывом. И княгиня Ольга тоже ушла в монастырь. Вот это типаж этих мужчин. И все, что я вам рассказала, это от и до так и есть. И вот завоевание сердца вальта, что им надо, как с ними общаться, что вы вынесете от этого человека в своей жизни, какой пример, какой урок для вас и прочее, прочее. Я вот все это вам рассказала. Это типаж вальта. Пойдемте далее. Король. Уже было рассказано про короля. Давайте начнем так. Что для короля важно в отношениях с женщиной? Смотрим. Значит, равновесие.
равенство, ровное партнерство, как я вам сказала. В то же самое время, чтобы он доминировал, но при этом он не будет это показывать. Но чтобы женщина не была ниже его, скажем, умом, интеллектом, да, чтобы он сделал эту женщину равной себе. Вот равенство его главная цель. Он поднимет до своего уровня, сделает тебя королевой, познакомит с нужными людьми, может устроить на работу, может поможет во многих ситуациях и так далее, и оставит. Он откупился, его совесть спокойна, все, иди в свободное плавание, детонька. Да, далее. Значит, что ему нравится в семейной жизни? В семейной жизни ему нравится спокойствие, умеренность и где-то даже скучность. То есть он приходит в семью, чтобы сбросить груз, ему не нужны страсти, ему не нужны сцены ревности, ему нужна теплая постель, хорошие отношения. Он удовлетворит женщину, которая рядом с ним, которую он в конце концов выбрал в жены, которая родила ему ребенка. Он для него все сделает, но в то же самое время не будет себя утруждать, скажем, любить ее и так далее. Естественно, и защита, и помощь, и деньги ему обеспечены, но и достаточно. Многие редакторы журналов, там, скажем, известных, многие художницы, художники, светские такие натуры, да, мужчины, которых знаем, они, как правило, именно вот короли. Тот же самый, скажем, из наших певцов Лев Лещенко. У него было очень много женщин, со многими жил, многим дал путевку в жизнь, а потом выбрал себе такую невзрачную жену, с которой очень счастлив. Леонтьев вам пример. Жена, которая не раскрасавица, но он ее выбрал. У него были женщины, да, вот в конце он выбрал такую простенькую, с которым он отдыхает. Это друг жизненный, все, ему достаточно, им больше не надо. Уже не надо. И многие голливудские актеры, многие просто блистательные актеры, которые красотой своей там чуть ли не смущают всех вокруг, рядом с ними обычная дамочка, которую они выбрали себе в жены и очень дорожат этой дружбой, любовью, семьей, и говорят, что им просто спокойно, они знают, что у них есть тыл, и у них есть друг. Вот это тип короля. Далее, что его злит? Борьба. Вот как я и сказала, да? Ему не нравится, когда борется за первенство в семье, ему не нравятся скандалы, ему не нравятся лишние разговоры, ему не нравятся лишние разборки. Это его выводит и бесит. Чем чревата жизнь семейная с королем, если удастся с королем быть? Пожалуйста, вот как я и сказал, обожаю карты Таро, обожаю. Они всегда говорят вот четко так, как я сказал. Я сказала, и они сказали. Любовь, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, стабильность, самое главное. Если король выбрал вас в жены. Вот это следующий типаж мужчины, который мы с вами разобрали. Пойдемте далее. Тузы. Про тузы я уже рассказала. По новой рассказывать не буду. Характеристику посмотрите, да? Если вам интересно, может даже несколько раз прокрутить для себя и посмотреть. Я довольно мудрая женщина, и у меня большой опыт в жизни, поверьте мне. Если я говорю, плюс еще, что я вижу, плюс еще Таро, это очень-очень большой плюс для того, чтобы разобраться в себе и понять, какой тип мужчины рядом с вами, как с ним общаться, что он предпочитает и, собственно говоря, что от него ждать, да, его сильные и слабые стороны. Тузы. Итак, что он ищет в женщине в первую очередь? Он ищет в женщине в первую очередь доминирующую самку, как я и сказала. Женщина, которая будет иметь над ним власть, то есть он хочет чувствовать себя под крылом, что его любят, о нем заботятся. В отличие от вольта, который не любит потаканий, и в отличие от короля, который не любит лишних разговоров, он любит. Ты это покушал, ты это выпил, ты это сделал. Многие министры говорят, мне жена звонит все время, спрашивает, ты лекарство принял, а ты к врачу сходил, а ты там поел, и им это приятно, понимаете? Потому что, еще раз говорю, у них, как правило, этого не было. И вот это излишнее материнское потакание им приятно. Если вы хотите ему понравиться, покажите свою заботу, постоянную. Для них это не навязчивость, для них это
как бы не лишний груз. Для них это приятно. Они себя чувствуют нужными. Далее. Так, вопрос второй какой был уже забыл. Да. Что ищет в женщине, да? Что... Так. Что он хочет в своей семье? Он хочет в своей семье, чтобы его семья была совершенно другая, не похожая на другие семьи. Разрушение башни в этом раскладе – это совершенно иной смысл. Разрушение стереотипов. У нас не такая семья, как везде. То есть в другой семье нормальная сексуальная жизнь, а у нас, может быть, моя жена может понять, что я устал, да? Моя жена должна понимать, что я, может быть, физиологически не способен так часто быть с ней и так далее. В его мыслях, что его семья должна быть не такой, как везде. То есть ты должна знать, что семья с этим человеком – это во многом разрушение приоритетов. То есть сексуальная жизнь – это не всегда обязательно. Он может поцеловать тебя в лоб, повернуться и поспать, и считать, что ну, что здесь такого. Еще раз говорю, у этого мужчины нету опыта жизненного. Он многого не понимает. Поэтому в его понимании семья – это совершенно не так, как везде. Вот с любовницами спят, а с женой не обязательно. Вот его мысли. Почему многие женщины, которые выходят за этих мужчин, да, статусных замуж, у них есть любовники рано или поздно, потому что эти мужчины не понимают простого женского желания. Для их понятия это не обязательно. Разрушение полностью приоритетов того, что было до этого. То есть в его семье совершенно по-другому. Так, как он считает правильным. И не важно, что это противоречит общим канонам, законам семьи. Без разницы. Что его раздражает? Его раздражает, как я вам уже сказала, если его примут за дурака, если он узнает об измене. Внутри него живет это постоянное, значит, подозрение. Во-первых, потому что, может, он столкнулся не раз с этим, да. Во-вторых, потому что до того, как он поднялся, очень много было предательств друзей, близких, любимых. И он злится, ненавидит, если он почувствует, что он принимается за дурака. Еще здесь дурак рогоносец. То есть измена, высмеивание, плевок в душу. Это то, что он не простит. Чем чревата жизнь с этим человеком? Предусмотрительность. С этим человеком семья чревата тем, что если вы хотите с этим человеком долго жить и держаться, и иметь семью, вы должны постоянно быть начеку. То есть вы должны все время знать, что он за вами может следить, что он может следить за вашими кредитными картами, что он может в любой момент их прикрыть, что он может все на свое имя перекинуть, а вы не заметите. Поэтому с этим человеком ухо востро. Постоянно знать, быть начеку, что он может сделать такое, выкинуть, чего вы не ждали. Хотя он вам даст все, и очень может быть, что после его смерти вы станете наследницей всего его имущества. Очень может быть, что с ним будет очень хороший союз, очень приятельские, теплые отношения. Но в то же самое время очень может быть, что после него вы узнаете, что, например, он все свое имущество оставил своему брату, а вы даже не подозревали. Вот поэтому очень много судебных дел после смертей таких знаменитых, именитых людей, о которых как бы, жена и не думала, и не гадала, что 30 лет она с ним, и он вот так поступит. А он поступил, потому что он вдруг заподозрил ее в измене и 15 лет держал в уме и не говорил об этом внутри, даже не показывал. Но в отместку ей вот он взял и вот так сделал. Это немножко странноватые натуры. Но в то же самое время, если вы сделаете, как он хочет, если вы никогда не покажете ему какую-то измену, предательство, если он 100% будет в вас уверен, то ваша жизнь будет совершенно безоблачная. Вот жизнь с этим человеком. Одним словом, дорогие дамы, теперь по типажу мужчин можете спокойно понять, кто из них рядом с вами, все их плюсы, минусы, что их раздражает, что их радует, как их завоевать, что им главное, чего ожидать в семейной жизни от этих мужчин. Всем удачи!